Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я предлагаю сделать вот такие вот грибочки. Очень легкие в исполнении, но смотрятся просто потрясающе. Их можно делать разного цвета и использовать в разной композиции. Для сегодняшней работы я буду использовать пенопластовые шары разного диаметра. Также мне понадобится два цвета бархата контрастные. Буду использовать глину и по ходу дела еще некоторые материалы. У меня это шары 7 сантиметров и почти 6 сантиметров. Пенопластовые шары мне надо разрезать на половинки. Можно использовать строительный нож, я буду использовать горячий нож. И чтобы не обжечься, я беру пинцет и вот так подкалываю на заготовку. Включаю горячий нож. Он у меня немного гудит, не пугаться. И вот так я его сейчас подрежу. Вот что у меня получается. И теперь нам надо немного подрезать края, чтобы они не были такие слишком ровные. И вот так понемногу как бы вот придаем форму грибу. И вот что получается. И также немного вырезаем серединку. И теперь вырежем ткань для наших заготовок. Бархат у меня в одну сторону тянется меньше, в другую сторону тянется больше. И что я делаю, чтобы у меня была хорошая как бы заготовка, чтобы мне хватило ткани. Для начала я отмечаю по диаметру шара вот такими. И по бокам я добавляю примерно 5-7 миллиметров, а здесь я добавляю 1 сантиметр. И теперь у меня получится не шар, а овал. И вырезаю. Ножку я буду делать из глины. Она у меня немножко подсохла, и для лепнины я ее уже использовать не могу. Поэтому сделаю из нее ножки для грибов. Беру немного глины и разминаю в руках. Я разминаю глину и формирую вот такой вот овал. Ближе к внутренней части я немножко сужу. Вот таким образом. Формирую ножку. Верхнюю часть немного подрежу. И придаю такую форму ножки гриба. Еще немного подрежу верхнюю часть. И снизу сделаю вот такие вот надсечки. И так как ножка у нас не бывает ровной, вот у меня тут глина, не совсем она свежая, поэтому вот так получается. И я сделаю вот такие вот надрезики на заготовке. И отправляю сушиться.
Все мои 3 ножки готовы, отправляю их сушиться. Для обработки низа мне понадобится полоска контрастной ткани. И будем ее измерять вот таким образом. Не от середины, а вот от края, где у нас выемка. Примерно мне надо будет 2,5-3 сантиметра. Это для большой заготовки. И 2 сантиметра, 2,5 для маленькой заготовки. Теперь мы берем отрезок ткани и складываем оба отрезка лицевыми сторонами внутрь. Вот таким образом. Беру иголку и прошью. Можно это сделать на машинке. У меня просто сейчас нет места освобождать, чтобы ее выложить. Поэтому я прошью иголкой. По-моему, этот шов называется назад иголкой. Но вы шьете как вам удобно. И прошиваю по всему основанию. По всему периметру я дошила и теперь закрепила вот здесь узелком. Оставляю примерно 5 миллиметров, и мне надо соединить вот эти края. Таким же швом я соединяю вот эти края. И продолжаю работу. Здесь я ниточку закрепила, и теперь просто вот так же по всему периметру соединяю, собираю на иголку бархат. Вот так, на нить. И продолжаю. И вот у нас получается вот такой мешочек. И в этот мешочек мы одеваем свою заготовку. Вот таким образом. И теперь мы можем расправить, затянуть вот этот вовнутрь, именно вот этот кантик. Пока я это оставляю, нитку не убираю, так как сюда я буду подклеивать хвостик. Мои 3 грибочка готовы, 2 я отложу в сторону и с одним буду работать. Беру и примеряю ножку вот в это углубление, где я буду его приклеивать. И я вижу, что мне еще немного надо убрать, чтобы ножка у меня плотно села. Вот теперь у меня все плотно приклеится. Для того, чтобы у меня уже окончательно все держалось, я беру 2 зубочистки. Точнее сказать, 1 зубочистку, и с 2 сторон ее в 2 местах вот так подклеиваю. И так поступаю со всеми ножками. Теперь я примеряю ножку, наношу клея достаточно много. И подклеиваю ножку, придавливаю ее вовнутрь и даю закрепиться. Вот такой грибочек у нас уже получается. И теперь я затягиваю свою сборку.
равномерно распределяю. И делаю узелок. Так, немножко неудобно. Придерживаю. Маленькая иголка. Лучше взять иголочку побольше. Так, возьму пинцет, чтобы помочь себе. Хотела все одновременно сделать. Ну вот, маленькая иголочка. Так, есть. И делаю закрепку. Теперь еще и узелок. Сейчас вернусь к вам. Вот, узелок сделан. Сейчас я еще раз иголочкой пройду вот по этим крайним складочкам и окончательно затяну. Вот, затягиваем и делаем еще один узелок. И вот какой грибок у меня получается. Также я обработаю все остальные грибки. И чтобы придать грибу немного такого натурального вида, мы можем подкрасить им немножко ножки. У меня это тени. Можно использовать любые акриловые краски. Совсем чуть-чуть. У меня здесь на грибочках вот такие точки. Их можно сделать любыми акриловыми красками. Берем немного краски и любую кисточку вот обратным кончиком и делаем вот такие вот отметины. Тыквы мы с вами делали, и сегодня у нас получились вот такие вот грибочки. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.